Совсем недавно я наконец-то смог пощупать моды, в которые давно хотел поиграть. И спешу поделиться с вами. Не буду долго разглагольствовать, но лишь добавлю, что говорить обо всем я буду со своей колокольни, так как особенно ремейк второй части я задрочил, и многие моды, которые рвут пердаки другим людям, для меня просто незаметны. Говорит Найлус Крайг. Погнали! Как понятно из названия, данный мод позволяет установить фиксированную камеру, которая раньше активно использовалась в резах. Да и не только в них, но не суть. Она создает эффект некой камеры видеонаблюдения а-ля кукловод в Резистенсе и сменяется довольно-таки часто, оставляя за собой очень много эффектных кадров, которые иногда помогают даже заглянуть за предел локации. Она может специально сконцентрировать внимание игрока на определенном месте, или же с помощью такого же приема что-то запрятать от его глаз. Конечно, на 100% этим данный мод похвастаться не может, в отличие от старых резаков. Но то, что мы имеем в итоге, выглядит все равно достойно. Игрокам, кто скучает по таковому обзору, обязательно стоит ознакомиться с этой модификацией. Сама камера имеет несколько вариаций. Можно сделать либо чисто статичную камеру, которая, как к примеру, была в оригинале второй части, и она будет строго закреплена на одном месте. Или же наподобие того, что мы видели в Silent Hill, когда она будет следить за вашим передвижением, но не на постоянной основе, так как одна камера все равно через время будет сменяться другой. Под себя так или иначе можно будет что-то подобрать, и рекомендую ознакомиться со всеми настройками данного мода, ведь с ним игра начнет ощущаться совсем по-другому. Но как только я услышал про данную модификацию, сразу же засомневался в ее качестве. Ведь выглядит пускай и круто, но играется немного через жопу. Особенно для тех, кто задрочил ремейк. Причина в управлении. И хоть выходили разные патчи, но игра банально не заточена под такую камеру. Здесь также есть несколько вариаций передвижения. Можно оставить такое же управление, как и в обычной игре. Но тогда вы столкнетесь с такой же проблемой, как и в ремастере ремейка первой части, когда при смене камеры персонаж продолжает бежать прямо, если вы держите стик в том же направлении. Но если вы дернете его в другую сторону, то ГГ побежит назад, что опасно при побеге от противника и можно заруиниться на ровном месте, так как ощущение передвижения персонажа просто исчезает. Однако добавили и танковое управление, как модифицированное, так и 100% старое, которое дает возможность бегать на стрелках, но взамен забирает возможность быстро переключаться на нужное вооружение на ходу, по крайней мере при игре на геймпаде. И вот с ним играть стало в разы лучше, но опять же игра не заточена под него. Не получится больше агрить зомби и отбегать от них. Это касается и битв с боссами. Если раньше можно было в последний момент среагировать и избежать получения урона, то здесь это сделать не получится, ведь главный герой будет медленно идти назад. А быстрый разворот? Я только с этим модом узнал, что он вообще тут есть. И в итоге ты просто путаешься на ровном месте и просто получаешь урон, не в состоянии оббежать противника, хотя это можно сделать на раз-два. То есть в отличие от староватых резов, персонаж не ощущается от слова совсем. Я видел, как играют стримеры с этим модом, и их выражение лица можно писать примерно вот так вот. Ты вроде кайфуешь от камеры и т.д., но управление оставляет желать лучшего. Поначалу невозможно даже нормально срезать угол и завернуть в нужную тебе сторону. Ведь ты сделаешь полукруг и только потом выровняешь свое направление. Хотя в играх, которые изначально создавались под такую камеру, проблем с этим не имеет. Но так или иначе, ко всему этому можно будет привыкнуть. Касательно стрельбы. Я как-то пробовал в пятой части хоть кого-то убить с данной камерой, стреляя по слабым местам. И еще тогда понял, что это гиблая затея. Мододел это учел. И в итоге мы имеем своего рода автоприцеливание, которое немного спасает ситуацию. Точнее, опять же, есть несколько вариаций или же сложностей прицела. На самой легкой достаточно поднять пистолет в сторону противника, как на определенном расстоянии герой поймает того в захват, о чем будет сигнализировать зеленое перекрестие, и можно будет выбирать, куда нанести урон. Также, для того чтобы игрок понимал, куда он вообще целится, был введен лазерный целеуказатель на постоянной основе, для всего вооружения.
Целиться самому в ту или иную часть бабайки – то еще удовольствие. Но такая возможность тут есть на самом высоком уровне прицеливания. Но игра от этого не начинает себе подыгрывать, и баланс не перерабатывался. Противники все так же резко будут сокращать дистанцию, пока ты пытаешься поймать нужную камеру, чтобы прицелиться, или вообще, чтобы было видно противника. Игра не заточена под это. Раньше ты лишь направлял ствол в сторону противника, и урон был фиксирован. В ремейке второй части дэмэдж отличается в зависимости от того, на каком расстоянии от вас находится противник. В оригинале ты мог стрелять в 3 разных направлениях, но это юзалось в основном с дробашом для выстрела в голову, или же для противника, который был ниже главного героя. Здесь же, поймав голову в захват, ГГ вроде бы даже промахнуться не может, по крайней мере на невысоких сложностях. Что также плохо, ведь при виде из-за спины можно было не довести сосок или сильно дергать мышкой и в суете наделать дыр где-то в стене. А тут можно нифигово так экономить патроны. С таким-то автоприцеливанием. Получается, что ты вроде кайфуешь от этого мода и в то же время чувствуешь себя каким-то дегенератом. Ладно, в любом случае, как уже говорил, ко всему этому можно будет привыкнуть. Но рассчитывать, что вы сразу войдете в игру как нож в масло, не стоит. Любителям такой камеры обязательно нужно ознакомиться с этим модом, хотя бы для того, чтобы просто посмотреть и не обязательно полностью завершать игру. Хотя, в принципе, вполне можно, ведь теперь старые шаги по локациям будут выглядеть совсем по-новому. Для тех, кто не слышал про этот мод, кратко расскажу. Он снимает ограничения на перемещение недругов по локациям. То есть, если раньше враги теряли к вам интерес по мере удаления от них, или в некоторых местах им не давала пройти невидимая стена, то теперь же греть вашу задницу они будут везде, включая места, куда раньше они не ходили или же где их вообще просто-напросто не было, включая сейфрум. И это касается не только рядовых противников, но и самого тирана, который наконец набрался смелости зайти как в комнату сохранения, так и в другие места. Зомби, которые были просто декорациями и никогда раньше не оживали, теперь также будут вам пытаться составить проблемы. Но, конечно, не все. Также стоит отметить, что зона у вашего обнаружения для противников стала в разы больше. И если раньше, забегая в комнату, вы были уверены, что зомбак будет стоять именно в одной точке, то здесь же, почуяв вас, он может подойти как раз таки к двери и кинуться сразу же, как вы войдете. То есть, по сути, вы уже не будете уверены, где вас ждет противник, а где нет. Про этот мод мне орали с каждого утюга, в то время как я смотрел на него сомнительно и был прав. Раком он можно поставить только тех, кто не очень хорошо знает игру, или давно играл и ничего толком не помнит. Короче, если ты лох, или если ты сам создаешь условия, где позволяешь толпе противников загнать себя в угол. То есть, если вы постоянно бегаете туда-сюда, раз за разом возвращаетесь куда-то, или говоря проще, если у вас нету определенного маршрута, тактики на определенные ситуации, то тогда мод будет работать как надо. Если же вы уже ровный пацан и с закрытыми глазами бегаете на S+, даже не включайте этот мод, только потеряете время. Собственно, как и я дропнул его, так как мне стало дико скучно, ибо перестрелял всех, и ходить везде было просто некому. Да и ограничения у зомбаков все равно есть в виде невидимой стены. Хотя противников туда нужно еще загнать. А если проблемы и появятся, то только в полицейском участке, ведь что в канализации, что в лаборатории зомби особо разгуляться не могут по энным причинам. Поэтому после середины игры мод толком не работает. Тиран напряга не дает также, и то, что он начинает ходить везде, мало играет роли, при условии, что если знаешь, как он работает. Если же ты постоянно ныкался от него в сейфруме, то тогда да, пердак твой, наверное, запустит в космос. Напряжение может вызвать только узкие места, куда он не должен заходить изначально, но опытный игрок это предвидит и будет заранее к этому готов. Этот мод контрится банальной неторопливостью и аккуратностью, просто при открытии дверей. Ну и на всякий случай лучше таскать одну хотя бы хилку с собой, какой-нибудь нож, чтобы спастись от ваншота тирана, если все-таки вы ему попадетесь.
Конечно, можно нажать определенную галочку, и все враги будут появляться по новой, но тогда и патроны тратить на них жалко, а пробежать их, зная азы, труда не составит. Но это будет скорее бесить, ведь иногда достаточно не так и далеко убежать из комнаты, как товарищи уже снова рвутся в бой. В остальном, абсолютно такая же игра без каких-либо изменений. Данный мод пользуется популярностью, поэтому так или иначе ознакомиться с ним можно, но только если плохо помните игру. В ином же случае можете смело пропускать его. Его лучше совмещать с другими модами на сложность, конечно, если они не конфликтуют между собой. Тогда все будет круто. Модификация только для самых хардкорных игроков, которые как минимум знают расположение всех предметов, и не только. Мододел в описании пишет, что в ремейке второй части нет выживания, много предметов и тому подобное. Куда скидывать деньги на лечение? Конечно, дружище, если ты вертел игру как тебе угодно, так и будет казаться, что все изи. Ты покажи нам свое первое прохождение сразу на хардкоре, где ты ссышься и не знаешь, что применить в данной ситуации. И тогда поговорим. Поэтому, кстати, мододел решил вырезать почти нафиг все с игры. Тем самым добавив еще больше выживания и создал еще один повод для того, чтобы пробежать ремейк второй части еще раз. В целом, игра такая же, как и была раньше, по крайней мере, бонусных врагов или увеличенного хп у боссов здесь не будет. Но все-таки некоторые квестовые предметы мододел перепрятал. Но основная суть мода в чем? Он кратно сократил все возможные ресурсы из разряда трав, спреев, патронов и всего прочего. И теперь конкретно придется думать, кого нужно убивать, а кого лучше пробежать. Но даже если вы рискнете и сделаете это, не факт, что получится, и придется расстаться с аптеками, которых и так теперь стало мало. Даже если вы задрочили игру, то в некоторых местах придется изменить свою тактику. Ведь когда вы придете, к примеру, к боссу, у вас может не оказаться, так скажем, определенного количества гранат, которые просто вырезали. Чтобы вы понимали, дойдя до библиотеки, все, что вы найдете, это 3 патрона пистолета. Ну там еще, конечно, 2 флешки, но тем не менее. Кстати, да, что-то он просто вырезал, а что-то заменил на другие, опять-таки, предметы. Также переместил местами еще кое-что, но это уже будет для вас сюрпризом. Не буду портить впечатление, ибо одна вещь здесь будет точно с подвохом, который я ждал в других модификациях, но сделали ее именно здесь. Отличный способ проверить свой скилл и знания в дефолтной игре. Но этот мод разве что на раз, и интересен, соответственно, он будет только тем, кто налегке пролетает всю игру. Если же вы привыкли почти всех убивать, то вы обосретесь еще до того, как Марвин спасет вашу задницу. Мод, в который я хотел поиграть больше всего. Ведь я мельком глядел, как лажают другие стримеры, и думал, что я-то по-любому затащу. Но как же ошибался. Это своего рода, если можно так назвать, берсеркер мод, но только для второй части реза. И если вы наизусть знаете всю игру, то ваши знания легко могут пойти против вас, так как изменений здесь хватает, а ваш скилл не всегда будет работать как надо. Мододел поменял расположение практически всех врагов, и мало того, добавил еще и новых и в неожиданных местах, что в принципе хорошо. И теперь в участке вам будут попадаться как Айви, так и G-паразиты. Тиранов вас будет преследовать 2, в некоторых местах даже 3, и люди, кто не умеет его доджить, навечно засядут в сейфруме. У него увеличено хп и сокращено время отхода от световых гранат, или же поднятие с колен, ну в принципе как и у Айви. Как у себя дома ходить вы больше не будете, и игра будет ощущаться совсем по-другому, что, несомненно, отлично. Ведь придется, гуляя по старым локациям, по новой, вглядываться в каждый угол и прислушиваться к врагам. Отличный экзамен на проверку навыков выживания в ремейке второй части для ветеранов. Квестовые предметы также запрятаны на должном уровне, и это стоит выделить. Ведь именно здесь сюжетные вещи можно пропустить и начать колесить по всему участку в их поисках. Он не просто переложил из одного угла в другой,
а засунул их в другие локации и не всегда на видное место. Nightmare мод здесь лидирует. Таким даже не может похвастаться и следующая модификация, но об этом позже. Боссы теперь танкуют не в соло, а у них есть помощники. Это может быть как обычные зомби, ликеры и тому подобное. Это может вызвать удивление при первом прохождении, но не более того, ибо здесь на удивление он с этим не перегнул. Касательно ресурсов, все печально. Мало того, что он навалил кучу противников, так он и не добавил новых ресурсов, чтобы можно было придумать тактику. Квестовые предметы он-то переместил. Но вот из-за того, что стандартные боеприпасы остались на месте... это вроде бы хорошо, так как знаешь заранее, где что найдешь. Но в то же время мне становилось дико скучно по новой таскаться в углы, зная, что меня за это не вознаградят. Более того, он даже еще и вырезал некоторые дефолтные предметы, создав дикий дисбаланс даже для опытного игрока. Кстати, да, в первую очередь защику дадут спидранерам, которые привыкли бегать одним маршрутом. Но думаю, они быстро поймут, что здесь, если и нужно переходить на бег, то только в процессе боя, так как мододел навтыкал врагов, не пытаясь как-то прописать их логически. И в участке будут лазить как и растения, как уже говорил выше, так и G-паразиты. Но ладно, не будем искать сюжет в моде. Все-таки все это делается из разряда «испытай себя». Но создается впечатление, что сделано сложно, просто чтобы было сложно, а не для того, чтобы игрок, знающий азы, пытался использовать свои знания по новой, допуская ошибки и придумывая новые стратегии. Ведь когда ты открываешь дверь, а тебе летит кулак тирана, это вообще не круто. И нет, это не потому, что я его сагрил, и он тихо подошел к двери. Это сделано специально, чтобы ты обосрался. В некоторых местах так себя ведут и зомби. Плюс мододел сильно любит ликеров, и ими засран просто весь участок. Поэтому повторюсь, в новом помещении даже не думайте бежать. Так еще вдобавок эти ликеры багуют и могут просто бежать на одном месте. И это далеко не единичный случай. Он также повысил ползунок у всех сложностей. Стандарт это теперь хард, а хард – супер хард. Он решил прикрыть свое очече и сразу написал, что рекомендую играть первый раз именно на стандарте, иначе рискуете не пройти. Что ж говорить, он сам прошел свой мод на харде только спустя 1,5 месяца. Контроль качества просто супер, ничего не скажешь. Он сам же подтвердил, что сделал лютый дисбаланс. На харде ваши навыки просто идут в жопу. Он ускорил зомбаков, и пробежать их из разряда «шаг вперед, 2 назад» не получится. И если вас схватили вдвоем, это ваншот. Поймал ликер – это ваншот. Я даже в процессе игры решил попробовать катануть на стандарте, который типа хард. И там мод ощущается реально худо-бедно нормально и работает терпимо. Но это детский сад резидентушка, и мое эго не позволило мне продолжить. А если идти сразу на хардкоре, то это трай-контент, господа. Из разряда посмотрел, что в следующей комнате, подох и по новой. Прошел дальше, увидел новых противников, подох и по новой. Ведь даже пока я бежал до участка энный раз, понял, что от твоего скилла ничего не зависит. Зомби построились как надо, ты пробежал. А если нет, то тебя сделают промеж булок с 2 сторон. И многое тут зависит реально от рандома. К этому выводу придет любой игрок, кто разбирается в ремейке 2 части. Даже вот здесь на заправке 2 зомби, а в следующем моде 3. Вопрос: почему, если здесь их меньше, то выбежать сложнее? А потому что мододел расположил их, не думая, ради того, чтобы просто было сложно. Это единственный мод, который местами меня именно раздражал. Что мы имеем в итоге? Выкрученная сложность, увеличенный урон по вам, увеличенная скорость противников, изменены битвы с боссами, увеличено количество этих противников, ресурсы либо не тронуты, либо вырезаны, нового не добавлено ничего, и сюжетные предметы хорошо запрятаны. Лент стало, если не конкретно меньше, то в любом случае их сначала надо найти. Если вы начнете играть как и надо на стандарте, то проблем, думаю, у вас не будет, так как автосейвы вас спасут. Да и ленты в принципе не нужны будут. Поэтому смотрите сами. Если вы любите выживание так, как люблю его я, несмотря на дисбаланс, то хардкор именно ваш выбор. И даже если у вас сгорит жопа и вы снизите сложность, продолжите ли вы потом играть на стандарте?
Возможно, я бы даже переигрывал в этот мод, если бы не вышел следующий. Как говорится, зачем жрать капусту, когда есть картошка? Лучшая модификация, которая только выходила на ремейк второй части. Она содержит в себе практически все, что я сказал выше касательно Nightmare мода, но берет от него лучшее. И здесь есть главное – баланс. Опять же, для хардкорных игроков. Других же этот мод также, наверное, запустит в космос. Так вот, зомбаков здесь стало в разы больше, даже больше, чем в прошлом моде. Но вот такого тупизма с растениями в участках вы не увидите, ибо мододел реально старался. Несмотря на то, что противников стало кратно больше, вам есть чем им противостоять, и с пустыми карманами вас не оставят. Как только вы войдете в участок, у вас уже будет 3 пистолета на выбор. Если знаете их характеристики, выбирайте лучшее и вперед. Да, мододел завез сюда пушки из второго сценария, и только этим не ограничился. Вы также можете найти оружие второго персонажа, которое не было раньше доступно. К примеру, дробовик Леона при игре за Клэр или гранатомет при игре за Леона. Особенный порох прилагается, что создает нифиговую такую вариацию, с чем проходить игру. Хотя использовать вы все равно будете все. Но только один этот момент заставит переиграть этот мод, и я обещаю, что задрачу его. Вы, кстати, еще помните, как создавать гранату? Тиранов вас будет преследовать также двое, но появление второго обставлено куда лучше, чем в Nightmare моде, и не просто сделано на пофиг. И может реально сыграть на неожиданности и требовать быстрых решений. Ведь особенно, когда получается выбраться из тяжелой ситуации с первого раза, неповторимое ощущение. На этом не все. Он мало того, что открыл локации из второго сценария, так еще мы можем посетить места, которые раньше были привязаны к определенному персу. То есть, играя за Клэр, мы сможем посетить тюрьму, которая раньше была доступна только Леону. Однако битвы с боссами стали гораздо сложнее. Здесь даже Nightmare мод курит в сторонке. Что уж сказать, 12 зомби при битве с первым Биркином, или просто бомбическое количество зомбей при схватке с G2, а в некоторых местах и несколько G-паразитов, растений и даже тирана. Хорошо ли, плохо ли, он также выкрутил хп у боссов 2 раза. И если вы хотели убить первого Биркина, как и я, чисто с 2 ножей, то лучше не пробуйте, этого не хватит. Да и 12 зомбарей передают вам пламенный привет. Заранее говорю, на боссов оставляйте больше снаряжения, иначе рискуете в лучшем случае откатываться к ближайшему сохранению и переигрывать. Поскольку самоуверенный я первый раз играл сразу на хардкоре, именно на первом Биркине и словил софтлок. Поскольку в Nightmare мод я до этого играл только в начале, и когда я окунулся в эту модификацию, Nightmare я просто кинул. Мод также дарит просто неимоверно классные ощущения. Ну, в принципе, как и Nightmare мод. Конечно, здесь ты себя не чувствуешь каким-то лохом, которого все прессуют, особенно если ты разбираешься в игре. Но при этом боевиком она не становится, и патроны все равно приходится считать. Сюжетные предметы также лежат в других местах. Спрятаны, конечно, не так хорошо, как в Nightmare, но скучно от этого не становится, ибо маршрут меняется кардинально. Отсюда ничего не вырезано, а только добавлено, и даже переигрывать в него не скучно. Ресурсы для выживания лежат как в старых местах, так и в новых, что в отличие от Nightmare побуждает к активному исследованию. Весь этот мод обладает огромной базой для реиграбельности и выработки стратегий для прохождения. Кстати, попробуйте добежать до участка и не подбирать ни одного предмета, включая на заправке, ну, кроме самого первого ключа. И на втором этаже за статую богини вы найдете оружие, которое даже в этом моде нельзя будет никак достать по-другому. Это огнемет за Клэр и электропушка за Леона. Теперь этот мод я буду переигрывать на постоянку, и про обычную игру можно смело забыть. Рекомендую абсолютно всем, кто даже никогда не играл на хардкоре. К тому же, есть более лайтовая версия этого мода. Всем спасибо, кто досмотрел до конца. Как я считаю, что эти моды, по крайней мере, которые меняют баланс в игре и изменяют сложность, как раз таки и нужны для тех игроков, которые уже вдоль и поперек пробежали игру, знают все ее тонкости и так далее, и хотят проверить себя. Важное замечание.
От того, что ты знаешь, где какой враг стоит и где лежит какой предмет, ты не становишься профи-игроком, если не пытаешься вникнуть в механику. Поэтому некоторые стримеры говорили, что здесь везде лютый дисбаланс, что, конечно же, не так. Все эти модификации, прежде всего, я прохожу на стримах, поэтому, если есть желание, залетайте и увидите все наяву. Не забываем прожать реакцию в виде диза или лайка, а также написать, может быть, я что-то пропустил, какой-нибудь там, не знаю, достойный мод. Но только не надо говорить про V-Act, который работает через жопу, или менее глобальные моды из разряда тиран, которого не остановить и тому подобное. Скоро такой же ролик по 3-му ремейку, а я погнал изучать моды на 4-ю часть.